Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Мечта любой женщины– жить как за каменной стеной. А если ничего нет, то каменную или почти кирпичную стену мы можем сшить сами. У меня нашлись куски плотной мебельной ткани размером 15 на 25 сантиметров. Естественно, что такое богатство резать не будем, используем полностью. Для начала их рассортируем на светлое, темное. Приготовим бейки шириной 3 сантиметра. Это прямые полоски портьерной ткани. Они остались после подравнивания шторы. Сразу скажу, ткани для беек надо много. При ширине 1,20 м у меня ушел метр ткани. Шить будем в технике витражи. Для этого к короткой стороне прямоугольников лицом к лицу будем пришивать бейку. Работаем сразу со всеми заготовками. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Сразу отложите в сторону часть прямоугольников. Они будут закрывать ряд. На них бейку пришивать не надо. Готовые детали разъединяем. Дальше бейку разворачиваем и к свободному краю бейки пришиваем другую деталь. Смотрите, ширина бейки 3 сантиметра. По 7 миллиметров с каждой стороны уйдет в шов. И на лицевой стороне получается разделительная полоска шириной 1,5 сантиметра. А срезы ткани лежат рядом в стык. Цвет ткани старайтесь чередовать, светлое, темное. Таким образом мы собираем длинные полосы. У меня в ряду 8 целых деталей. Длина каждой детали 25 сантиметров. Длина ряда 2 метра. Для того, чтобы получить имитацию кирпичной кладки, ряды надо делать по-разному. Следующий ряд будет начинаться половинкой кирпичика, затем 7 целых и опять половинка. Готовые ряды можно разложить, посмотреть, как они будут выглядеть. А уже после этого приступать к окончательной сборке. К длинному краю пришиваем бейку. Рекомендуем так поработать сразу со всеми рядами. Так будет проще и легче шить. Дальше бейку отворачиваем и пришиваем к ней следующий готовый ряд. Технология работы довольно простая. Шей до шей. Самое главное – определиться с порядком работы. И получилась у нас прекрасная заготовка. Размер 1,20 м на 2 метра. И что-то мне это так понравилось, что решила не торопиться. У меня есть еще куски плотной ткани. Может быть, получится еще немного увеличить размер, чтобы получилось нормальное покрывало на диван. Ткань плотная, износостойкая. Конечно, здесь надо будет делать подкладку, чтобы закрыть швы. И пока я работала, все время думала, а вот как бы это смотрелось в джинсовом варианте? Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. А чтобы не потеряться на просторах интернета, обязательно подписывайтесь на все мои соцсети, группу ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Рутуб. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти.
Всем пока-пока и до скорых встреч. С вами была Полина.